Я прошла через период полного безразличия, когда мир не представлял, не значил для меня ничего. И затем мало-помалу как бы вырастал новый способ восприятия. Вообще-то я могу тоже в своих, так сказать, воспоминаниях о периоде безразличия по отношению к окружающему миру тоже заявить. Вот, вполне ответственно. Вот 90-е годы вообще были ужасные времена, если помните, да, 90-е годы. У меня был период полного безразличия к всему происходящему, просто вот вообще. Потому что я путь открыл, для меня были открытия на пути важны. И что происходило в этом мире, меня мало волновало. Вот вообще полное безразличие было. То есть я очень удачно этот период прошел. У меня было то занятие, главное занятие в жизни, которым я занимался. Все остальное меня просто не волновало. Тут мне повезло. Именно в этот период все вот состоялось внутреннее. Если бы я обращал внимание вот на то, что происходило, то там можно было, с моим, так сказать, критичным умом, все можно было вообще посходить с ума. Мне вот так вот удачно этот период вписался в новую жизнь. Вот. Так что переход от старого способа существования в поле ментального сознания к новому, вот к супраментальному видению, и к новому взаимодействию с реальностью, к спонтанному взаимодействию, неизбежно этому периоду сопутствует период кажущегося безразличия по отношению к окружающему миру. На самом деле это ровность вырабатывалась к тому, что происходит вовне. Чтобы это тебя не беспокоило, не затрагивало, не выбрасывать себя вовне. Это период выработки ровности, это кажущееся безразличие или безучастие в том, что происходит в окружающем мире. Даже в семье какие-то вот моменты, когда там кто-то паниковал или вот что-то ужасно, я как-то не поддерживал эти настроения, все как-то было... Все как надо, и ничего страшного я не видел в том, что я таким холодным образом отчасти относился к происходящему вокруг. Этот период надо было пройти. Я его, думаю, прошел достаточно успешно, как мне кажется. Вот. Было такое. Вот. И ваше безразличие, к окружающему миру, я бы назвал это ровностью, да, по отношению к всему, что происходит вокруг, оно становится заметным в ближайшем окружении. И люди начинают вас упрекать в холодности, что вы холодные стали, безучастны, бесчувственны. Это комплимент для идущего по пути сознательной эволюции. Это надо пройти. Да, ровность. Если вы не выработаете ровность по отношению к окружающему миру, то вы все время будете выбрасывать себя вовне, в эмоциях, вот в этих пассажах ментальных. Вы понимаете, да? Ровность должна быть выработана именно в отношении к окружающему миру. Вот. Я называю эту медитацию на социум. И когда вы обретаете должный покой в эмоциональной сфере, то эта пустота, которая характерна для переходного периода, она в дальнейшем наполняется благодатью или радостью жизни. Потому что в эту пустоту, эта пустота замещается благодатными вибрациями. Не будет пустоты, так и останутся эти суетные эмоциональные вибрации, ваши реакции на этот мир. То есть благодатного вы ничего не обретете. Понятно? Ровность должна быть, фундаментальная. И действительно, со временем, мало-помалу, все кардинально меняется. Новое супраментальное сознание полностью вступает в свои права и дарует вам принципиально новую жизнь. То есть то новое восприятие реальности, которое, в общем-то, окружающей реальности, которое, сопровождаются это восприятие благодатью, радостью просто жизни. Ничего страшного в мире не происходит. Ничего. Самое страшное происходит в нашей ментальной, эмоциональной сфере. Все эти фантазии, виртуальный мир, все эти, сложности, трудности и ужасы родятся вообще на пустом месте в нашем уме. Это на самом деле так. Но мы настолько себя отождествляем своими мыслями, с теми настроениями, которые там возникают, и в эмоциональной сфере, что думаем, что это на самом деле и так. И окружающий мир таков, каким мы его видим через эмоциональную и ментальную призму. На самом деле это не так.
Вот это иллюзия. И не случайно древние на Востоке говорили, что мир иллюзорен, не потому что его не существует, он существует. Но мы его иллюзорно воспринимаем, мы все усложняем, мы все, так сказать, драматизируем, глядя на этот мир через ментально-витальную призму. Потому он иллюзорен, потому что он рождается в нашем сознании, в наших мозгах воспаленных. Понятно? Поэтому он иллюзия. На самом деле он другой. Он не плохой, не хороший. Именно старые методы йоги требуют молчания, уединения. А йога завтрашнего дня, говорит мать, состоит в том, чтобы найти божественное в работе, в прямом контакте с миром. Бегство от мира, которое проповедовали все древние духовные учения, было, по сути, бегством от божественной эволюции. То есть убежать из мира, спрятаться, создать такой духовный оазис и в нем пребывать, насколько это возможно, это считалось духовным достижением. Так вот, путь сознательной духовной эволюции реализуется в самой гуще колючего социума и предполагает использование социальных контактов как средство восстановления абсолютной ровности сознания. Без социальных контактов ровность сознания вы не установите. В уединении, вы рафинированную ровность установите, потому что вас никто не трогает. Правда, в уме сегодня нельзя же от мыслей спрятаться. Вот мысль-то пронизывает все, как радиоволну. У вас будет столько всякой чуши в голове, так что само по себе уединение не избавит вас от вот этого виртуального мира, который рождается в вашем уме. То есть вы не будете видеть объектов, на которые направлено, так сказать, ваше зрение или слух, но в уме там может такие фантазии возникать, могут такие катаклизмы случаться. Так что сегодня уединение не поможет. Понятно, наверное? Спрятаться от колючего мира сегодня, от мыслей, от деструктивных паразитов астрального плана сегодня нельзя. Они всюду, они проникают всюду. Это как микробы, вирусы. И если беглеца от эволюции, который пытался создать себе духовный оазис, все-таки вытолкнуть из медитативного его уединения, вытолкнуть куда-нибудь на базарную площадь, то его рафинированное спокойствие, оно вмиг испарится. В лучшем случае он пустится вновь бежать от мира, прятаться, и может и с ума сойти, представляете? Такого духовного деятеля из уединения, какой-нибудь там в метро или на базар куда-нибудь вывести. С ума сойдет точно. Представляете, там все тихо было, хорошо, и вдруг... Не бегайте ни от работы, ни от семьи, ни от своих обязанностей, а установите в условиях социума нерушимый внутренний покой. Это будет победа. Никуда не убегайте. Бесполезно. А внутренний покой – это необходимая основа подлинно духовной жизни. Не будет внутреннего покоя, будет возмущение, будет беспокойство, будет раздражение. Ни о какой духовной реализации речи в таком случае быть просто не может. И только когда вы состоитесь в состоянии покоя, состоитесь, только тогда, если Господь позволит вам уйти в уединение, это будет нормально. Когда Он позволит, Он скажет, все, у вас в порядке, теперь можете уединяться. С уединения начинать нельзя. То есть вы должны уединиться внутри, вот там. Понятно? Но внешне вы должны оставаться в социуме. А уединение внутреннее. И никому не позволять вторгаться в вашу внутреннюю сферу, в духовную сферу. Никому. То есть охранять это. Уединение внутреннее. Ведь первые христиане так и жили, если помните, Первые. Они жили в миру, не прятались, а просто были не от мира сего, но жили в миру. Сегодня мы должны возвратиться к первому христианству. Сегодня весь мир сумасшедший, и мы в миру, в новом качестве. Понятно? Не прятаться в катакомбы, не пытаться, так сказать, бежать от мира.
Не пытаться создавать какие-то келейные условия, духовные оазисы в уединении. Этого быть не должно. То есть открыться этому миру в ровности и в покое. Открыться. Шри Аурабинда. Сила, работающая в этой йоге, он говорит о своей супраментальной йоге, мы говорим о пути сознательной духовной эволюции. Будем считать, что это синонимы. Так вот, сила, работающая в этой йоге, имеет бескомпромиссный характер, и в конечном счете она не потерпит ничего, большого или малого, что окажется препятствием на пути к истине и к ее реализации. Вот о чем он здесь говорит. Вот та сила супраментальная, которая работает в нашем сознании, в нашем физическом теле, на пути обретения нами нового сознания, вот, и жизни вечной, она не терпит компромиссов или полумер. То есть она пытается переформировать нас в угодном ей и только ей направлении. Мы не должны ей диктовать свои условия, какими мы хотим быть, какими мы должны стать. Понимаете, нас все время подмывает Бога подправить. Что он вроде как не знает, что нам лучше, вот, что нам более угодно или выгодно для нашего эго. Вот, поэтому это не наша задача, потому что если силе мы открылись, она все равно продавит свое. Коль она открыта, вы ее остановить не можете. Вы можете это понять, а? Коль вы ее пытаетесь остановить, то есть начать мыслить, начать, так сказать, руководить ею или пытаться ее переориентировать в другом направлении, она будет выступать как разрушитель ваш. Она будет разрушать все на своем пути. Что ей будет мешать? А мешать будете вы своим вмешательством. Ясно? Коли открылись силе, попались. Назад пути нету. Только вперед, сдаваться, открываться. Вы поняли или нет? Это как была такая интересная история. Маш, ты что хочешь? Была интересная история, как один мужчина, страдавший подагрой. Подагрой он страдал. Ну, знаешь, что такое подагра? Это отложение мочевой кислоты, там, солей в суставах, и обездвиживание происходит. То есть человек подагрик, у него распухшие суставы, он не может ходить, ничего там не шевелится. Вот. Коляска нужна, наверное, для передвижения. Так вот, этот человек уже в возрасте за 70, он прослышал от одного своего знакомого, что есть такая сила, вот мы говорим о силе, которая может врачевать. И он, естественно, задался целью подняться с инвалидного кресла и оздоровиться. То есть цель была не воссоединиться с Господом, не идти по пути сознательной эволюции, а использовать открывшуюся силу для излечения от недуга конкретного. То есть по своему эгоистическому разумению ее использовать. Ну, началось с того, что он действительно стал учиться молчать, да, и у него пошел огромный поток. Времени у него свободного много было, он молчал, пошел огромный поток. Он возмутился и говорит вот тому человеку, который его надоумил на это дело, а тот мне. Говорит, он открыто, у него сила, у него все гудит, все свистит, а он просит, чтобы ему остановили ее. Болезнь никуда не уходит, свист идет, шум идет, ему тяжело. Как остановить ее? Я не знаю, как ее остановить. Честно могу сказать, как ее остановить. Не знаю, он открыл ее, она идет. Ну ладно, потом, спустя какое-то время, оказывается, эта сила начала рассасывать все эти подагрические отложения. И он поднялся и пошел, то есть свершилось чудо. Сила все растворила, подняла его на ноги. Он опять возмущается, как ее остановить? Я выздоровел. Опять ко мне через этого человека, я не знаю. Тот ему пытался говорить, что надо стать на путь, там еще. Он говорит, нет, я здоров и не хочу. Вот она вылечила меня, надо ее остановить, выключить. Ну, вот такой, я не знаю, что дальше с ним было, но вот он хотел использовать ее, использовал в прагматических целях. Она его подняла с постели, вот он стал ходить, все рассосалось. Я могу тоже сказать, что у меня после травмы, вот правая моя нога, правое колено, имела такое нехорошее отложение, которое мешало в полной мере
движению в этом суставе, ну, чисто у меня футбольная была травма, и потом там что-то наросло такое, что пыталось удержать и укрепить сустав, ну, как бы вместо гипса, оно само. Потом это рассосалось, вот спустя какое-то время. Я смотрю, этого нет, все нормально, и нога вроде бы нормальная уже. То, что рассосалось, но я ничего не останавливаю, пусть идет. То есть это как следствие естественная работа на пути сознательной эволюции. Вещи какие-то просто устраняются, но как естественное следствие, а не цель, чтобы от этого избавиться. Вот с этой целью я стал на путь. Там зрение поправить или еще что-то. Знаете, это не должно быть целью. Вот. Так что если вы, открыв силу, будете какие-то полумеры в работе использовать или что-то, так сказать, там притормаживать, или по вашему разумению что-то, так сказать, ей указывать, как должно быть, она все равно сломает все преграды. Вы ничего с этим поделать не можете. Она открыла-то уже. Все, бесполезно. Или жизнь, или смерть. Одна и та же сила. Если вы ее открыли и ей доверились, спасет вас, но если вы ее открыли и не доверились, она вас умертвит. Понятно? Так что все, попались, ребята. Рады, что попались-то? А? Не все, что-то не вижу единства в аудитории. Нет, ну понятно, что дальше-то просто некуда. Надо заниматься делом. Вот и все. Коль открыли, не мешайте ей работать. Потому что все просто. Видите? Остановили ум, не мешайте умом, вмешательством ума и ей делать то, что ей нужно. Делать, что она знает, что делать. Не вы ее должны учить. Она и знает все, и должна все делать. Делать по тому плану, который прописан свыше. Вот и все. То есть мы просто можем стать великими бездельниками, доверившись ей целиком и полностью. Понятно? И не надо ее останавливать, тормозить. Она все делает по плану. Я ожидаю, что книга «Путешествие сознания», имеется в виду, мать говорит Сатпрему, произведет грандиозное воздействие именно в Америке. Особенно там. Не думаю, что обманываюсь. У меня впечатление, что есть тесная и невидимая связь между стремлением Америки, какой она является сейчас, и этой книгой. Мне кажется, что центр трансформации будет там. Европейские страны старые. То есть в нем было наивное представление, вот, что Америка воспримет книгу «Путешествие сознания» на ура. Так вот, по своему менталитету Америка так же стара, как и Европа, только более нахальна в своих амбициях. Вот и все. Менталитет тот же, только более нахальный. Понятно? Нет никакой разницы. Вот. Она тут, в общем-то, просчет кое-какой допустила. Голый прагматизм и неодухотворенный интеллект определяют совокупное сознание этой страны. Да? Которая заигралась в своих научных изысканиях, направленных без привлечения на полное искоренение живой жизни и благодатной жизни. То есть живая жизнь куда-то уходит. Научные исследования, изыскания заменяют живую жизнь. Плюс ко всему демоническая мечта мировой гегемонии, об установлении нового мирового порядка, об этом Гитлер мечтал, если помните, да, было такое. Естественно, под ее неусыпным руководством. Ну, вот это та самая Америка идеологически определяет, так сказать, вот тот самый настрой, который, ну, не только противен, но он совершенно противоречит тому, что подразумевает работа на пути сознательной эволюции. Вот и все. И никакого там распространения эта книга получить не могла и не получила. В Европе тоже. Она только у нас нашла благодатную почву. Меня она спасла, эта книга. Просто спасла, и все. То есть я спасение получил от Сатпрема, от этой книги «Путешествие сознания». И Евангелие от Иоанна, еще попавшееся мне до этой книги, тоже кое-что мне, в общем-то, открыло на пути познания вот истинного учения Спасителя. Это были первые прикосновения к источникам, где истина мною открывалась, ну, на самом деле не открывалась в моем сердце, не в уме. Вот я почувствовал, что вот это именно то, с чего надо начинать, что ли.
то, что мне может дать импульс к духовной реализации. А по поводу России мать не ошиблась. Именно нам надлежит исполнить роль катализатора сознательной духовной работы. Она говорила о России очень правильные слова, что это та страна, если она найдет или как бы выйдет на правильную дорогу, имеется в виду даже не страна, наверное, люди, которые потенциально готовы в этой стране к тому, чтобы духовную реализацию начать, то это будет, говорит, опора для всего мира. Не знаю, как насчет опоры, но вы делом, я понимаю, занимаетесь, так что она в России не ошиблась, в Америке ошиблась. Бывает. Не надо все принимать за абсолют. Мать тоже могла ошибаться. Желаемое за действительно она могла выдавать. Она примерно Ауравиль создала по поводу, вернее, по принципу Америки. Разные национальности, разные люди, там вот такой интернационал. Но на самом деле, чем дальше, тем больше национальный фактор будет оказывать влияние. Так что будут объединяться люди по национальному признаку больше, чем под каким-то одним флагом и государственной идеологией. Чем дальше, тем все будет более обосабливаться, вот эти кучки по национальным, религиозным признакам. Понимаете? Это видно. И никакого притяжения к пище, никакого. Пища кажется глупой вещью. И все же ее нужно принимать, она говорит. У нее действительно существенно сократилась потребность физической пищи, ибо большая часть энергозатрат организма покрывается теперь за счет чистой энергии, которая через макушку головы проникает в физическое тело и по каналам и канальцам кундалини подводится к каждой клеточке. То есть чистое энергетическое питание на клеточном уровне. Пищу необходимо принимать в оптимальном количестве. В оптимальном. Знаешь, что такое оптимальное количество? Не переедать. Ибо все системы организма, включая пищеварительную, должны функционировать. Они должны же функционировать. То заржавеет желудочно-кишечный тракт. Знаешь, там ржавчина появится. Надо, чтобы функционировали органы и системы. Пусть даже символически. А посему не стремитесь к намеренному сведению пищевого рациона к минимуму, а чутко прислушивайтесь к запросам тела. Тело вам подскажет, когда что принимать, в каком количестве. То есть постепенно вы переходите на договорные начала с физическим телом, оно вам подсказывает, чтобы обжорство, которое в нашем виртуальном сознании присутствует, все-таки тело, выйдя на определенный уровень функционирования, автономного, оно начинает, так же как животное, оптимум в питании, в отдыхе, в физической нагрузке требовать. И все, тот самый оптимум. То есть надо прислушиваться к телу. И забота о теле, в общем-то, должна быть предоставлена теперь самому телу. А потому оставьте идею полезности одной пищи, о вредности другой. Вы это не знаете, вы это вычитали где-то, почерпнули эти знания из старых рук, это не ваши знания, вы просто в это поверили, свято поверили. Это надо убрать. И в течение нескольких лет... Причем советы докторов есть, вам рассказывают, что надо есть, что не надо есть. Другую передачу на другом канале, все наоборот вам могут рассказать на одну и ту же тему. Вы понимаете, кто сколько проплатил за рекламу, за какую пищу, за какие лекарства, там все понятно, все заказано. Кругом сплошное вранье, поэтому к телу прислушивайтесь. С меня пример не берите, потому что я был таким, экспериментатором в плане пищевого режима. В течение нескольких лет я неизменно ел в обед доширак, тот старый доширак, самый такой поганый, с перцем, он такой был вкусный, такой замечательный, а на ужин бычки в томатном соусе с гречневой кашей, еще лук туда строгал. Одна и та же пища была, никаких витаминов, ничего, все замечательно. Несколько лет ел. Поэтому, если уж вы извращенцы пищевые, я бы на полгода на старый доширак вас посадил, и вы бы тогда, кусок черного хлеба за радость, с солью принимали бы. Понятно?
Поэтому у меня, я вот таким образом, просто пофигизмом по отношению к пище занимался несколько лет. И жив, нормально был, физические нагрузки были, по пути шел легко и просто. Но кушал. То есть экстримом не занимался. Правда, попытался однажды свести к минимуму, что ли, потребления к пище. Тоже был такой опытный вариант. Вот на ужин один раз в день, там немного гречневой каши, там с чем-нибудь. Вот, но похудел, сильно похудел килограмм на 10. Килограмм на 10, месяца за 4. Вот. И так я был не очень тучный, мягко говоря, но похудел сильно. Вот. И что началось? Начались сильнейшие боли в суставах. То есть суставы болели просто страшно, особенно вечером или ночью. То есть человек, который открыт потоку нисходящей энергии, он не должен экспериментировать с приемом пищи, он не должен ее сводить вот к тому самому минимуму, когда та сила, которая пытается компенсировать недостаток энергии, начинает очень мощно бомбардировать организм и бьет по производным этой самой соединительной ткани, а кости, суставы и хрящи, вот вся эта структура, это соединительная ткань. А жир – это тоже производная соединительная ткань. Коль нет жира, то для того, чтобы сдемпфировать вот деструктивное воздействие этой силы на организм, она бьет по суставам, по хрящам. Страшные боли возникают. Я прекратил этот эксперимент, и все очень нормально вышло на оптимальный уровень. Понятно? Не экспериментируйте, если у вас открыт поток, с приемом пищи. Не голодайте. Все нормализуется, все будет сбалансировано без вашей помощи, без вашего участия. Понятно? И в детстве я очень, вообще-то вот хлеб с небес, он содержит в себе все витамины, и прочие полезные вещества, все, что можно использовать для синтеза белков, жиров и углеводов. Вообще-то. Все есть в этой силе, в этом потоке. Ясно? Все оттуда произошло, все этим поддерживается, и все возможно в организме при недостатке там, вроде в пищевом рационе того, что врачи говорят, можно там повредиться здоровьем, эта энергия восполняет блестяще совершенно. Синтезирует все необходимые вещества. Она основа всего. Значит, она содержит в себе все. Понятно или не очень? Вот я в детстве, вот у меня такая история была, я очень любил шоколадные конфеты. Тогда были хорошие шоколадные конфеты в моем детстве. И в детстве кое-кого из присутствующих в зале. Очень хорошие конфеты были, шоколадные. Они были удивительно вкусные, не потому что я был ребенок и мне было вкусно. Они просто были очень качественные конфеты. Очень качественные шоколадные конфеты, не читать теперешним. И вот как-то мама купила полкилограмма конфет под названием «Столичные». Совершенно удивительные конфеты. Они были в такой оберточке красной, там было высотное здание. И вся прелесть этих конфет в том, что внутри их был ром. Это как вот потом выпускались маленькие бутылочки с ромом, а это конфета. Вот шоколад, потом что-то плотное, и когда это плотное прогрызаешь, не такое уж плотное это, и там сразу ром растекается, это как причастие. Вот я к горам, когда в церкви меня батюшка, мы с бабушкой причастил, вот каждая конфета это причастие было. Вот для ребенка, может, это было вредно, но вот мама купила эти конфеты и выдавала мне по одной. И прятала. Я, естественно, подсмотрел, куда она спрятала, и дорвался как-то вот до тайника, и много съел я этих конфет. То есть напричащался по полной. Вот. Оставшись дома один это. И сразу их практически скушал. Не знаю, там полкило было или, может быть, меньше, но скушал. Думаю, понятно, какие были ромовые последствия для 6-летнего ребенка.
Но вкусные были конфеты, очень вкусные. Сейчас тоже обертка есть такая, но уже обертка немножко другая, она какая-то невкусная обертка сама себе. Конфеты, что-то там жуется, непонятно. Рома никакого нет, какая-то вот кашица там, не знаю, что за кашица, а там просто было раскусишь, ром растекается, и все. Тепло по телу, замечательно, стяжаешь дух, да, жить хочется. А сейчас вот какие-то, вот эти столичные конфеты. Я пожевал их, плюнуть хочется, жвачка лучше, по-моему. Но зато остался вкус клюквы в сахарной пудре. Она еще продается, вкус детства остается. Вот ее трудно испортить, сахарной пудрой и клюкву. Клюкву никто не изобрел искусственно еще, и сахарной пудры еще ничего. Вот, то есть вкус детства, сахарной пудры, клюквы, вкусные конфеты. Я это люблю их. Только не дарите мне, ради Бога. А то я про бычки в томатном соусе сказал, меня задарили бычками, я не знаю, сколько у меня там было этих вот банок, но я все съел. Вы, говорит, любите эти бычки? Я уже давно их перестал любить, это был период любви к бычкам. Вот, а мне их стали дарить. Я понимаю, кальмара бы подарили. Морепродукт какой-нибудь. Лучше краба. Кальмар. Ну ладно. Я бы очень хотел, вот смотрите, интересный пассаж матери. Я бы очень хотела, нечто свыше мне говорит, что эту книгу «Путешествие в сознании» надо перевести на русский язык. Ведь они прошли через свой эксперимент, исчерпали свои возможности и увидели, что этот путь никуда не ведет, но, к несчастью, они поворачивают назад, и в этот момент им надо дать это. Если действительно можно было бы перевести это на хороший русский язык, наводнить страну этим, сейчас как раз момент, когда они нуждаются в чем-то ином. У нас действительно был духовный кризис. 70-е годы, вот духовный кризис, вот надо что-то было выдать. Вот. Они утратили веру в то, что думали обрести. Вот она очень четко прочувствовала, что вот именно здесь, не в Америке, она все-таки, эта книга нужна. И сбылась ее давняя мечта. И книга Сатпрема «Путешествие сознания» в 1989 году прошлого столетия, да, была переведена на хороший русский язык. Шевченко переводил, по-моему, Шевченко переводчик. Он хорошо перевел эту книгу, очень хорошо. Вот, перевод замечательный. Вот. И не в какой-то в Америке она нашла отклик в душах или в сердцах духовно одаренных людей, а именно в России. И оказалось, что у нас немало таких людей. И мне многие говорят, мы в это время тоже эту книгу читали, но почему-то лет на 20 застопорились. Почитали и отложили. Понятно? Вот вспоминают, тогда бы и начать вам. Я тогда начал безоговорочно. Все, для меня было ясно, что делать. Но некоторые почитали, поинтересовались, там другое почитали, отложили, поинтересовались. То есть интересовались, а не трудились. Надо трудиться. Интересоваться можно до бесконечности. Был такой футболист Булыкин. Я не буду в каких командах он играл. И вот тренер о нем, замечательный тренер был Виктор Прокопенко, вот очень с юмором человек. Это, говорит, футболист, который иногда, то есть в свободное время, интересуется футболом. А так игры и там иногда интересуется футболом. Вот так, что вы иногда интересуетесь духовной жизнью, перечитав массу духовной литературы, так и не решившись что-то в практическом плане достойного делать. Понятно, наверное? Так что сегодня вообще грех говорить, что отсутствуют какие-то материалы, да, как руководство к действию. Все есть, поэтому что трудитесь. Сегодня есть все. И это означает, вот по мнению матери, она права оказалась, что наша духовная нива потенциально еще не оскудела. Вот у нас огромные потенциальные возможности среди наших людей. Вот. Меня эта книга просто потрясла и спасла. И благодаря знакомству с ней, причем сердечному знакомству, именно сердечному, я стал тем, кто есть сегодня. Эта книга меня воодушевила и указания дала.
Ведь я же не получал никакого практического руководства ни от кого, что надо делать. Просто в этой книге была одна главка очень интересная. Она называлась «Конец интеллекта». Я понял, что интеллект – мой ум, мои враги. Его надо просто останавливать ум. Вот все, единственное указание, которое я получил. С этого все началось. А у вас все есть, все разжевано, по мелочам, это то, это все, если это будет, то действуйте так. У меня не было ничего этого. Поэтому я каждый день делал удивительные открытия. Я не знал, что будет, как будет. Мне было интересно все. И открытия были. Так что начинайте с молчания ума. И оставьте эти книги о самом главном. Прочитали, выкинули. Не выкинули, отложили. Вот. Вы учитесь молчать, и будет все. Все придет. Вопросов не задавайте только. Ум остановите и смотрите, что с вами происходит. А происходить будет много интересного. Что касается меня, говорит мать, я всегда говорю одно и то же. Жизнь, посвященная единению с Божественным, это единственная жизнь, которую стоит прожить. Жизнь, посвященная единению с Божественным. То, ради чего мы пришли на эту землю, в смертных физических телах, а это обретение Царства Божьего и жизни вечной, обретение полного единения со Всевышним. Вот чем надо заниматься. Ради этого стоит прожить эту жизнь в смертном теле. Только ради этого. Вот так, ради чего жить? Ибо никакая иная цель жизни, какой бы вы ни придумали эгоистическим своим умом, не способна удовлетворить человека, имеющего духовный талант. Если у вас есть духовный талант, ничто иное, кроме как единение с Господом, вас не удовлетворит. Просто ничто. А для реализации этого единения есть путь сознательной духовной эволюции. Трудитесь. Бывают, да, я должна сказать, что бывают дни, когда я слышу очень хорошо, когда я вижу совершенно ясно, дни, когда я не слышу ничего, и дни, когда я не вижу ничего. Все интересно, да? Так вот, новое зрительное и слуховое восприятие окружающего мира, минуя физиологические органы чувств, то есть восприятие напрямую на уровне вибраций, через посредство вибрации, еще не проявилось у нее в полной мере, но со всей очевидностью этот феномен вибрационного как взаимодействия с миром через слух там, и через зрение начинает проявляться. И требуется время, чтобы наладился новый механизм сочетанного функционирования органов зрения и слуха с вибрационной составляющей, да? Вот. И тогда физиологические изъяны возрастные, у матери была сильная катаракта, то есть зрение хрусталика, помутнение хрусталика, но какие-то периоды она видела очень-очень ясно, поскольку вибрационное зрение превалировало, и физиологическое зрение, оно, по сути, было оттеснено вот этой вибрационной составляющей. То есть в нашем организме есть много потенциальных, так сказать, возможных вариантов компенсации каких-то нарушений со стороны слуха и зрительных органов, и других органов систем, понимаете? Много чего есть. Новое сознание ничего не оспаривает. Новое сознание ничего не обсуждает. Я не знаю, как это объяснить. Ну, то, что раньше занималось осуждением или обсуждением, да, перестало существовать, потому что это в уме происходило. Нет ума, некому обсуждать и некому осуждать. Ну, нету вот той структуры, которая этим постоянно занималась. Вот. Ментальное сознание полностью прекратило свою работу, а новое супраментальное сознание, оно функционирует только в режиме сверхсознательной способности или спонтанности. Да, вот, то, что некогда ей что-то обсуждать, оно просто сразу выдает конечный результат, без обсуждения, без всякой логики. То есть все закончилось. Вот, власть ума закончилась, значит, обсуждение и осуждение перестает существовать. Это замечательно, вот, что вы ничего не обсуждаете, ничего не осуждаете, ничего не рассчитываете, а сразу выдаете конечный результат. Причем правильный результат, конечно. Правильный. Другого не выдает спонтанное сознание. Оно не умеет по-другому функционировать. Вот. Я делаю себя
настолько пассивной, насколько это возможно, пассивной по отношению к божественной воле. И я молюсь, чтобы она мной управляла. Это единственное средство. Ну, истинная сдача в руки божественной воли – это отнюдь не слова, это не ваши усилия. Вы не можете усилием воли там, сдаться на волю Господа. Да? Это даже не сердечное стремление, а принципиально новое состояние, в котором даже нет никакой мысли о сдаче. То есть, кем вы становитесь в результате реализации духовной, вы теперь и есть эта самая сдача. Вы становитесь этой сдачей, у вас нет другого варианта и мысли о том, что надо сдаваться. Вы сдались. Понятно? Вот она об этом сейчас говорит. Все, закончилось. Мысль о том, что вы должны сдаваться, что на все воля Божия. Ведь вы когда говорите «на все воля Твоя, Господи», вы подразумеваете, или ваше эго это говорит, подразумевает то, что вы готовы сдаться, но еще не сдались, поскольку говорите. А когда говорить уже нечего, то вы сдались. А когда вы сдались, то вообще вопрос о сдаче, он просто отпадает. Вы уже просто инструмент этой Всевышней воли. Вот как один человек мне сказал: Александр Васильевич, вот вы мне можете объяснить, как мне узнать вот волю Божию? Есть ли она во мне? В нем она, безусловно, присутствовала. И есть. Существует, он, в общем-то, дошел до той степени реализации духовной, когда воля эта в нем проявилась. Я говорю: а как ты принимаешь решение? Ты думаешь, вот как поступить в той или иной ситуации? Он говорит: нет, я просто делаю. Я говорю: вот тебе и воля. Даже ни одной мысли у него нет, помысла, что он думает, как поступить. Говорит: никогда. Но это может только сумасшедший, да, быть, тоже вроде как никогда не думает. Либо человек, вот, который новым сознанием обладает. Ясно? Но он не сумасшедший, поэтому у него все в порядке. Вот оно. Я не думаю, как поступить. Я просто поступаю. Вот это верный знак того, что все в порядке. Так что вы не думаете, что вам надо сдаваться Господу, вы сдались. Поэтому и поступаете так, не думая. Вот и все. Видите, как очень просто в конечном счете все выливается. Очень простые вещи, простые жизненные вещи. Вопрос Сатпрема к матери. Когда ты смотришь на людей, что ты видишь? Мать, я вижу их состояние, в котором они находятся. К тому же есть люди как бы закрытые, они словно не видят, они находятся полностью в своем внешнем сознании. А есть открытые люди, среди них некоторые дети, это очень заметно, они словно полностью открыты и готовы поглощать. Вот она здесь говорит о новом способе восприятия людей по качеству исходящих от них вибраций. Вот то, что она ощущает в вибрациях, так она и воспринимает людей. Одно из замечательных свойств, которое присуще супраментальному сознанию, это вибрационное восприятие людей, человека, конкретного человека. По качеству вибрации можно безошибочно определить эмоциональное состояние человека, который пытается скрыть свои истинные чувства, например, гнев. По вибрациям очень легко, это понятно. Испуг, недоброжелательность. Человек вроде бы молчит, вроде бы как спокойно, а вибрация свидетельствует о том, что в нем это сидит. А что касается восприимчивости людей к вибрациям духовным или божественным, да, то здесь также безошибочно можно выделить тех, кто готов их воспринимать, и тех, которым они просто противопоказаны. Ну, просто, знаете, бывает, противопоказаны этим людям эти вибрации. Людям с демоническим сознанием они противопоказаны. Это факт. Тоже касается, да. И с этими людьми, естественно, нельзя говорить никак на духовные темы. Бесполезно говорить. Это ты видишь, ощущаешь на уровне вибрации. Все, тема закрывается сразу. Вот. Тоже касается детей. Есть дети, их не так много, в коих ощущается присутствие духовного дара, а есть такие, в ком изначально преобладают демонические задатки. Преобладают, и все, и никуда от этого не деться. Они истерят, эти дети, кричат, до свидания. Знаете, вот выдают вот такие свечки.
А есть вот дети вот располагающие, вот они, маленькие дети с духовными задатками. Они очевидны. Вот вибрации, они не обманывают никогда. Вот. Я вижу, продолжает она, главным образом восприимчивость людей. Кто приходит со стремлением, кто приходит с любопытством, кто приходит как бы из обязанности, а затем есть такие, кто приходит из-за жажды света. Таких немного, но главным образом дети. Ну, истинные мотивы прихода к вам людей, ну, индивидуально, когда с людьми говоришь, вот они также безошибочно определяются по качеству вибраций, которые исходят от человека. Да? Это может быть пробудившееся стремление к духовной реализации. Ты тоже это ощущаешь, естественно. Может быть банальное любопытство. Кто-то сказал, там, ну-ка, поди там, посмотри, полюбопытствуй. Я был там, я был сям, ну, посмотрю, что-то здесь. Вот. Тоже видно, кто с банальным любопытством приходит. Кто-то с желанием поспорить приходит. Вот уже у него своя духовная позиция, как он считает, что вот все, что там делается, куда я приду, неправильно, я вот поспорю, в полемику буду вступать. Я в полемику никогда не вступаю, не спорю, оставайтесь при своих, это ваше личное дело. То есть полемизировать – это пустое дело. Сами понимаете, почему. Как моя бабушка говорила, своей головы, говорит, им не приставишь. Поэтому все полемики, они возбраняются. Спорить, говорить, а можно ли задавать вопросы, пополемизировать, по делу задавайте, я отвечу. Но полемика, что вот тут что-то не так, вот, а там где-то так, я в эти споры никогда не вступаю. Никогда. Кто-то приходит, ну, просто пообещал кому-то встретиться, там, допустим, с вами. Кто-то приходит, кого приводят за руку, тоже понятно. Вот привели насильно, тоже ясно, что силком заставили, а он, в общем, ни сном, ни духом не ведает, куда он пришел. Все по вибрациям очень хорошо это различается. И очень редко людьми, включая духовно одаренных детей, вот подростков такие встречаются, удивительные глаза у этих подростков. Вот они с юных лет, они вот действительно имеют духовный дар, и кроме как реализации духовного дара, их ничего не удовлетворит в этой жизни. Никакая учеба, никакая работа, это видно. Им надо дать вот сейчас, в самом начале, когда еще только становление вот, личности начинается, уже такая зрелая юность, дать правильное духовное просвещение, то есть как бы помочь им сориентироваться в той неустроенности, которая в них присутствует, глядя на этот мир. Они не понимают, что делать в этом мире. И в этом виде диагностики супраментальной хорошо помогают тончайшие вибрационные излучения, которые исходят непосредственно из глаз человека. То есть по глазам можно многое увидеть. То есть есть вибрации, которые излучают глаза. Не только там вся наша интегральная структура, а глаза. Глаза – это, ну, нечто, что выдает многие, ну, тайные какие-то внутренние сокрытия у людей. Ну, видно, по глазам многое, что видно. Вот, действительно, ну, это не зеркало души глаза, это территория души. Если они открыты, ты видишь, что там территория души. Но они бывают замутнены, они бывают заболочены, они бывают, ну, сильно закрыты, затуманены. Там не душа, там нечто другое. Ну, понятно, да? Вот. И я вижу, мать говорит, только это. Не то, что они думают, что они говорят. Все это кажется поверхностным, неинтересным. Только состояние восприимчивости, в котором они находятся. То есть слова и мысли людей и то, кем они хотят казаться перед вами, в диагностике по вибрациям абсолютно не важны. Видятся они ненужными, и не надо говорить на эту тему. Вот важна восприимчивость этих людей к вибрациям духовным, либо их невосприимчивость. Вот и все. То есть свой-чужой, вот понимаете, да? Вот это самое главное на уровне вибрации, оно безошибочно дает знать вам о том, что есть конкретный человек. Ошибок, как правило, не бывает.